Что стало с Михаэлем Шумахером и куда исчез этот великий гонщик? Как журналисты издевались над его семьей и почему уже больше 10 лет нет его новых фотографий? Я расскажу вам невероятную историю восхождения и трагичного исчезновения, а в конце узнаете, что с ним сейчас. Детство. Но как начинался путь легенды? Михаэль Шумахер редко упоминал о своих первых годах жизни, а его родители, Рольф и Элизабет, тоже предпочитали обходить эту тему стороной. Почему? Сейчас расскажу. Известно лишь, что Михаэль появился на свет 3 января 1969 года в небольшом городе Керпен, насчитывающем всего 50 тысяч жителей в Северном Рейне-Вестфалии. Семья Шумахер жила скромно, а временами и вполне бедно. Рольф зарабатывал на жизнь каменщиком, а в свободное время подрабатывал автомехаником, а его жена Элизабет работала в кафе. Именно любовь Рольфа к машинам и его связь с местным картинг-клубом зажгли искру увлечения гонками у маленького Михаэля. Семья жила фактически в долгах, иногда приходилось занимать даже у соседей. Мало приятного. Мой отец любил автоспорт, но это была не его страсть. Он просто любил возиться с механизмами. Однажды он собрал мне карт, и мы просто веселились. В 4 года я был счастлив просто кататься, рассказывал Шумахер. Несмотря на страсть к спорту, в футболе и дзюдо успехов парень не добился, что в конце концов подтолкнуло его к более серьезному увлечению автоспортом. Начало пути. Но и тут все было несладко. В 4 года Михаэль уже участвовал в картинговых гонках благодаря отцу, который работал в местном клубе Керпен-Манхайм. Но деньги в семье заканчивались быстро, и без помощи неравнодушных людей будущее в гонках могло бы так и остаться мечтой. И меценаты нашлись. Первым таким человеком стал Герхард Ноак, который увидел талант Шумахера и предложил финансовую поддержку. Однако отец Михаэля сначала отказался, поскольку стеснялся брать деньги, не имея возможности отдать. Впрочем, Герхард настоял и поддержал первые серьезные выступления Михаэля. «Герхарду я обязан почти всем», — признавался Шумахер. Но даже с его помощью дорога вперед требовала новых вложений и поддержки, которую предоставил Юрген Дилк, первый профессиональный менеджер Шумахера. Под его руководством молодой гонщик начал серьезно заниматься физической подготовкой и проходить новые ступени в автоспорте. В 15 лет Михаэль выиграл чемпионат Германии по картингу среди юниоров, а в 18 – чемпионат Европы. Вопрос о дальнейшем пути стоял остро, и здесь на помощь пришел Вилли Вебер, один из ведущих автоспортивных менеджеров. Вебер, увидев выступление Шумахера, предложил ему тесты в Формуле 3, где Михаэль показал впечатляющие результаты. Именно так начиналась большая карьера Шумахера в мире автоспорта. Дебют в Формуле 1. Весь 1991 год Вилли Вебер настойчиво искал возможности для Михаэля Шумахера пробиться в Формулу-1. Но стена финансовых требований от команд ставила перед ним преграды. Помог случай. Один из пилотов Джордан, Бертран Гашо, оказался втянут в скандал с нападением на таксиста. Он избежал длительного заключения, но его карьера в Формуле-1 была окончена. Да, отменяли и тогда. Узнав о проблемах Гашо, Эдди Джордан, владелец команды Джордан, не стал терять времени. Он знал о таланте Шумахера и о том, что Мерседес Джуниор готов был финансировать его выступления. Когда Гашо оказался за решеткой, уже на следующий понедельник Джордан связался с Михаэлем. Через несколько дней был подписан контракт, и Шумахер получил свой билет в большой спорт. Он дебютировал на Гран-при Бельгии 1991 года. Как прошла гонка? Квалификация выдалась блестящей. Михаэль сразу же занял 7-е место, опередив своего напарника по команде и продемонстрировав впечатляющую скорость. Но, несмотря на успешный старт, уже на первом круге гонки из-за поломки коробки передач Шумахеру пришлось сойти. Но он уже привлек внимание крупных игроков автоспорта. Особенно заинтересовался им Флавио Бриаторе из команды Benetton. Это был переломный момент в его карьере. На следующий год он одерживает свою первую победу на Гран-при Бельгии 1992 года и занимает 3-е место в чемпионате, опередив даже легендарного Айртона Сенну. Прогресс был стремительным. Уже в 1994 году Шумахер становится чемпионом Формулы-1, несмотря на дисквалификации и спорные моменты сезона.
В 1995 году Михаэль выигрывает второй чемпионат подряд и уже становится весьма востребованным пилотом. И в этот раз им уже интересуется команда Феррари. И Шумахер, не колеблясь, принимает предложение. Что было дальше? Михаэль Шумахер в Феррари сильно изменил положение дел. Начиная с 1996 года он тащил за собой команду, которая была далека от лидерства, и через 4 года трудов они начали доминировать. Однако самое интересное началось с первых тестов Михаэля в Фьорано в ноябре 1995 года. Там он столкнулся с поворотом, который его не устраивал, и без промедления пошел к Жану Тотту с просьбой его изменить, мотивируя тем, что он не соответствует ни одному из поворотов в чемпионате. Нагло, да? Но команда послушала Шумахера и адаптировала трассу под его запросы. Команда привыкла собираться в 8 часов 20 минут утра, а Шумахер настоял на встрече в 8 часов утра, начиная полноценные заезды уже в 9 часов утра. Это изменение привело к тому, что Феррари стала более дисциплинированной и сфокусированной командой. Еще один момент, который показал характер Шумахера – его отказ от идеи проехать для показа на легком топливе для создания громких заголовков в итальянских газетах. Он настоял на полной загрузке топливом, чтобы оптимизировать время на тестах. В итоге даже с серьезной нагрузкой Михаэль показал лучшее время, демонстрируя высокую скорость, которую не могли повторить его тогдашние коллеги. Несмотря на его феноменальную скорость и умение влиять на команду, многие инженеры утверждали, что Шумахер не обладал выдающимися техническими навыками настройки машины. Но его способность ездить как метроном, точно отражающий изменения настроек, делала его неоценимым. К 1996 году Шумахер уже одержал 3 победы и завоевал 3-е место в чемпионате. К концу 1999 года, несмотря на все трудности и ошибки, Феррари и Шумахер начали понимать, что следующий сезон будет решающим. Легендарное время. И он таким стал, хотя этот сезон мог стать последним для Шумахера в команде, если бы он не смог завоевать чемпионский титул. Несмотря на великолепные выступления в прошлом, именно успех в 2000 году позволил ему утвердиться как легенде и избежать участи быть забытым, как многие его талантливые соперники. Величайшее достижение того сезона произошло на Гран-при Японии, где Шумахер в напряженной борьбе одержал победу над Микой Хаккиненом из Макларен. Эта победа не только принесла долгожданный титул после 21 года ожиданий, но и окончательно вернула команде веру в себя и свои силы. С этого момента Феррари активизировала разработки новых болидов, а Шумахер стал не просто пилотом, а символом и душой команды. 2001 год подтвердил доминирование Шумахера, когда он сравнялся по числу титулов с легендарным Аленом Простом. Однако не только победы определяли этот период в его карьере. Трагическая смерть матери в 2003 году накануне Гран-при Сан-Марино оставила глубокий след в его душе, и победа, завоеванная сразу после этого события, показала его не только как великолепного спортсмена, но и как человека с невероятной силой духа. К 2004 году Михаэль Шумахер окончательно закрепился в статусе живой легенды, став рекордсменом Формулы-1 по числу чемпионских титулов. 7-й титул в 2004 году стал апофеозом его карьеры, а последующий сезон 2006 года уже вел к закату эры Шумахера в Феррари. Он ушел из большого спорта в 2006 году, оставив после себя не только рекорды, но и целую эпоху в автоспорте, которая вдохновила множество поклонников по всему миру. Шумахер не просто выигрывал гонки, он изменял сам спорт, его восприятие и представление о возможностях человека за рулем гоночного автомобиля. Возвращение легенды. Период с 2007 по 2009 год для Михаэля Шумахера стал временем работы в роли консультанта и эксперта в Феррари, но его вклад в мир гонок не ограничился только этим. Шумахер удивил всех, появившись на популярном телешоу «Топ Гир» в образе таинственного Стига, что стало настоящим сюрпризом для фанатов. Но еще больший шок последовал в 2010 году, когда Михаэль принял неожиданное решение вернуться в Формулу-1. Его вызов был подхвачен старым товарищем Россом Брауном, который предложил ему место в только что созданной команде «Мерседес». Эксперты и фанаты разделились во мнениях по поводу возвращения Шумахера.
Он сталкивался с рядом трудностей, регулярно уступая своему командному напарнику Нико Росбергу и оказываясь в центре скандалов и интриг. Тем не менее, были и яркие моменты, например, Гран-при Канады 2011 года, где Шумахер блистательно боролся за место на подиуме, и защита своих позиций на Гран-при Италии 2011 года от Льюиса Хэмилтона. Эти моменты напомнили о его непревзойденном мастерстве и страсти к гонкам. Возвращение Шумахера не было попыткой сломать статистические рекорды или повторить прошлые успехи, а скорее демонстрацией его неугасимой любви к гонкам. В 2012 году на Гран-при Монако он сенсационно взял поул-позицию, опередив всех своих молодых конкурентов, что напомнило о его выдающихся способностях. Хотя его последний подиум на Гран-при Европы в Валенсии и стал последней заметной вехой в его карьере, эти 3 сезона оставили после себя не только статистические записи, но и яркие, незабываемые моменты. Закончив сезон 2012 года, Михаэль Шумахер объявил о своем окончательном уходе из спорта, завершив свою карьеру великолепными выступлениями и оставив после себя наследие одного из самых великих пилотов в истории Формулы-1. Прозвища. А знаете, какими прозвищами называли Михаэля Шумахера в команде? Прозвище Михаэля Шумахера столь же яркие и выразительны, как и его карьера. «Красный барон» — так его называли не только за красный цвет его болида Феррари и спортивной формы, но и за внешнее сходство и стиль вождения, напоминающий легендарного аса Первой мировой войны, барона Манфреда фон Рихтгофена, который летал на красном самолете. Это прозвище подчеркивало его доминирование и непобедимость на трассе, когда он сидел в своем болиде. А еще за Михаэлем Шумахером закрепилось прозвище «Солнечный мальчик». Почему? Да просто из-за ярко-желтого костюма, в котором Михаэль выступал. Он действительно олицетворял это имя, всегда радостный, с широкой улыбкой и аурой оптимизма, как будто из американских фильмов, где нет места проблемам. В те годы ничто не могло омрачить его стремительно развивающуюся карьеру, полную успехов и побед. Несчастный случай. В декабре 2013 года трагедия перевернула жизнь Михаэля Шумахера, когда он получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах. Этот несчастный случай погрузил его в кому на полгода. С тех пор прошло уже больше 10 лет, и Михаэль так и не появлялся на публике, оставляя поклонников в неведении относительно своего состояния. Слухи о его здоровье разнятся. Одни говорят, что он находится в вегетативном состоянии, другие, что он полностью парализован, но осознает происходящее вокруг и может каким-то образом общаться благодаря современным технологиям. В любом случае, это трагический поворот в истории легендарного гонщика. Тем не менее, любовь к Михаэлю Шумахеру не угасает. Во многом именно благодаря ему во всем мире разгорелась страсть к Формуле-1. Он показал, что значит не сдаваться и бороться до последнего, став примером стойкости и несгибаемой воли. Журналисты и охота за фотографией. Ну и, как вы понимаете, отсутствие фотографий и комментариев от близких заставило журналистов охотиться за снимками травмированного чемпиона. Что они только не делали, чтобы добыть хоть одну фотографию Михаэля Шумахера после его госпитализации. Представьте, они переодевались в священников, родственников, полицейских и даже врачей, искали любой способ пробраться к нему. Кто-то даже решил выдать себя за отца Шумахера. Для журналистов каждая запрещенная фотография – настоящий клад и очень много денег. Ведь такое изображение можно продать за баснословные суммы, особенно когда объект настолько охраняется, что добыть снимок невероятно трудно. Некоторые журналисты вообще устраивали травлю родственникам гонщика, названивая ночами и представляясь экстренными службами, стараясь выяснить подробности состояния Михаэля. Ситуация обострилась, когда один из сотрудников вертолетной компании, перевозившей Шумахера, сфотографировал его и передал снимки СМИ. Впоследствии этого человека арестовали, и он, к сожалению, покончил с собой в тюрьме. СМИ, получив фотографии, в конечном итоге отказались от их публикации, решив удалить их в архив, так что они стали недоступны общественности. В 2023 году одно немецкое издание опубликовало якобы интервью Шумахера,
его первое после несчастного случая. Однако вскоре выяснилось, что интервью было сфабриковано с помощью искусственного интеллекта. Представляете? В результате главный редактор был уволен. Так Михаэль Шумахер продолжает свою борьбу, возможно, самую важную гонку в его жизни. Что сейчас? Из-за закрытости информации о состоянии здоровья Михаэля Шумахера в прессе появляется множество слухов, порой достаточно нелепых. Писали, что Шумахер парализован, передвигается на инвалидной коляске, у него проблемы с памятью, и он может сделать лишь несколько шагов. Утверждали, что его планируют перевести в американскую клинику в Техасе, а также, что он похудел до 99 фунтов, и его рост уменьшился на 4,7 дюйма. Однако эти данные были опровергнуты. Сейчас известно, что Шумахер проходит лечение на своей вилле в Майорке после продажи его швейцарской резиденции в Глане, а также недвижимости в Дубае и Осло, личного самолета и нескольких автомобилей. Доходы от продаж идут на его лечение. О состоянии Шумахера точных данных мало. В 2023 году в Париже ему делали пересадку стволовых клеток, но результаты этой процедуры не были обнародованы. Пьеро Феррари, вице-президент итальянской конюшни Феррари, недавно сказал: «Я скучаю по Михаэлю. В прошлом мы встречались и выпивали вместе бутылку красного вина. Он любил такие моменты. Михаэль был открыт и понятен, но я не люблю говорить о нем в прошедшем времени. Он все еще с нами, хотя и не может общаться». Супруга Шумахера, Каринна, в документальном фильме на Netflix рассказала о его силе. «Михаэль каждый день показывает мне, какой он сильный. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить его состояние и обеспечить комфорт. Я никогда не винила Бога за то, что произошло. Это просто невезение». Ральф Шумахер, брат Михаэля, также поделился своими мыслями. «Я скучаю по моему брату. Жизнь бывает несправедлива. Михаэлю часто везло, но после трагической аварии все изменилось. Слава Богу, мы можем многое сделать благодаря современной медицине, но все равно ситуация далека от идеальной. Надеюсь, что Михаэль Шумахер сможет выиграть и эту гонку. Кстати, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то переходите в наш телеграм-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.